Человеку от создания его дана жажда. Он хочет пить, хочет есть, ищет комфорта, ищет общения, жаждет творчества, знаний, впечатлений, дружбы, любви. Он нуждается в том, чтобы говорить и быть услышанным, хочет слушать. В нем есть интерес. Всю жизнь он стремится утолить свою жажду во всех ее формах. И тогда, когда он получает все, у него остается еще жажда. Жажда неизведанного, неиспытанного, чего-то нового. Он хочет, он жаждет, он не удовлетворен. Так мы созданы Богом. Если человек не мечтает о чем-то, значит, его душа умерла. Святые люди становятся равнодушны ко всему земному, но это не значит, что их жажда прекратилась. Просто она изменила свое направление. Они алчут, жаждут духовного, небесного. Человек не может познать Бога в полной мере. Это невозможно. Но это великое благо. Значит, всегда останется неизведанное, неиспытанное. Не прекратится движение, динамика, жизнь. Значит, будет смысл. Здравствуй, дорогой мой друг. Обращаюсь к тебе именно так, искренне и с любовью. Несмотря на кардинальную разницу наших мировоззрений, мое драгоценное православие и твой унылый, сердитый нигилизм. Но все может измениться, чему я не раз был свидетелем, только бы к лучшему. Дай-то Бог. Пишу тебе со святой горы Афонской и передаю весеннее солнечное настроение. У нас в России еще ранняя весна, в марте морозный и везде снег, а здесь, в Греции, уже довольно тепло. В прибрежной полосе совсем зелено, вовсю цветет пасхальное дерево, летают шмели, щебечут птицы. Я с удовольствием вздыхаю свежий весенний воздух, полной грудью, и в блаженном восторге восклицаю от всего сердца: слава тебе, Боже наш, слава тебе! У меня не выходит из головы наш последний разговор перед моим отъездом. Вернее, будет сказать, спор. Потому что разговор не получился.
виной всему моя горячность. Прошу у тебя прощения искренне, от всего сердца. Так о Боге не говорят. Нужно с любовью и долготерпением. Ну да что не получилось сказать лицом к лицу, попытаюсь теперь изложить на бумаге. У меня теперь, слава Богу, нет стремления переспорить. Есть только желание поделиться своим сокровищем веры с тобой. Помоги мне, Бог, сделать это разумно. Ты искренне недоумеваешь, как можно верить в то, что нельзя увидеть, осязать, обонять, познать. Я отчасти с тобой соглашусь в том, что органами чувств, как-то зрение, осязание, слух, сложно увидеть Бога. Но обрати внимание, мы много чего не видим в этом мире, не ощущаем. Сколько остается за границами спектра нашего зрения, шкалы звука. Сколько тонких вещей, недоступных осязанию. Неверующие люди часто ссылаются на науку, но именно современная наука говорит о том, что человечество на данном этапе своего развития видит, слышит, ощущает не только органами своих чувств, но и современными сверхточными, сверхчуткими приборами совсем небольшой процент материи и энергии Вселенной. Большая их часть остается за границами нашего познания, совершенно неуловима в гипотезах и догадках. Все это, находящееся за границами сегодняшних человеческих возможностей, ученые называют темной материей и темной энергией. Не в смысле их негативности, а по причине непознанности. И то, чего мы не знаем, гораздо больше того, что мы изведали. Ты говоришь видеть, слышать, осязать, познать. Но познание давно уже отделилось от органов чувств. Современная наука давно уже не познает этот мир на ощупь. Мы вышли за эти пределы. Ученые делают свои открытия уже не только глядя в микроскоп или телескоп. Большая часть открытий происходит на бумаге, через математические формулы и физические уравнения, гипотетические. В ходе наших бесед ты как-то с жаром сказал, что веровать в Бога безумно. Не знаю, что именно ты вкладывал в свои слова, но отчасти я согласен. Это действительно так. Если под умом мы понимаем логику, логическое рациональное мышление, тут я тебе скажу, да и любой ученый подтвердит, мир гораздо шире, чем мы можем понять. Возьмем хотя бы квантовую физику. Чтобы находиться в этой области науки, нужно отчасти отказаться от логики. Ум должен стать иррациональным, иначе все будет рушиться, ломаться, конфликтовать. Ты очень доверяешь своему уму, твое личное бытие кажется объективным, окончательным. Ты центр Вселенной. Попробуй подняться на высоту птичьего полета, и ты уже точка. Давай полетим выше, дальше. Из космоса тебя уже нет. И Земля не кажется уже бесконечной.
еще выше и дальше. В черноте космоса пропала Земля, и Солнце стало маленькой звездой. Еще дальше. Солнца нет. Другие звезды, другие галактики. Еще дальше, еще и еще. Ты уже даже не пыль Вселенной. Сама объективность твоего бытия стала иллюзией. А мы можем еще лететь и лететь. Это о пространстве, о времени. Отрезок твоей жизни чего-то стоит. В нем столько событий, впечатлений. Ну а через 1000 лет вперед или назад. А миллион, миллиард. Твоя жизнь не только теряется в этом масштабе. Она теряет свою объективность. Она уже даже не миг. Ее нет совсем. Если мы не можем понять таких вещей, как бесконечность времени и пространства, как мы можем понять Бога? Безумие веры познает непознаваемое. Чтобы войти в область сверхъестественного, нужно выйти из области рационального. Там, за границами твоего ума, за этим пределом, есть жизнь. Не жизнь разума, а жизнь духа, которая происходит по своим, часто другим законам. Но она не иллюзия, она объективна. Как объективнее бесконечность космоса, точки твоего физиологического бытия. Вдруг из центра Вселенной, из нечто, мы становимся ничто. Ничто сами по себе. Бессмыслица ноль. Эта страшная действительность заставляет нас замолчать, содрогнуться в бесконечности, черноте космоса и времени. В этом унылом, жутком одиночестве нам становится нужен Он. Тот, который знает смысл, который сам этот смысл. Бог находится в области за пределами, границами нашего разума, но Он познаваем. Эту антиномию можно объяснить, разделив понятия рассудка и разума. Разум вмещает в себя рассудок, но он живет и другими, более тонкими харизматическими свойствами нашей души, которые и познают духовное. Это состояние молитвы, которое своей природой различается с размышлением. Когда ум молится, он не мыслит в рамках привычного. Состояние молящегося ума совсем не похоже на хождение по лабиринтам логики. Ум молящийся получает объективные знания харизматически через вдохновение. Здесь, на Святой горе, до сих пор сохраняются понятия о состоянии ума в молитве. И не только понятия. Это практикуется ежедневно и еженочно. Эта практика называется умным деланием, принцип которого – в состоянии ума вне логики размышления. Размышление субъективно, ибо оно постоянно сопряжено с сомнением. Человек склоняется то к одному, то к другому. Вера – это непытливая убежденность. Это состояние, для которого не нужен процесс. Господь сказал в Евангелии о вере так: «Если поверишь и не размыслишь в сердце своем». Как точно Он описал состояние веры? Одним предложением: «Не размыслишь в сердце своем». Вера – это не испытание, не противоречие «да» или «нет». Это короткое «да», короткое, как вспышка молнии, миг, и ты в свете разума.
Для тебя все понятно без испытаний и рассуждений. В земной жизни это называется осенило. Раз и все. Сам не понимая того, ты сказал точную фразу. Нужно быть безумным, чтобы быть верующим. Действительно. Нужно сознательно отказаться от земного, грубого, рационального, логического разума, чтобы жить тонкие духовные состояния. Именно жить, а не рассуждать. Есть в мире очень много того, что мы не в состоянии понять, но в состоянии пережить, не понимая природу явления. Не жалко тебе сокращать бесконечность этого мира до узости твоей способности его понять. Я верю лишь в то, что способен понять, как это ограничено. Неужели не хочется выйти за рамки границы твоей логики? Именно выйти, шагнув туда, за черту твоего разума, там оказывается еще целый мир, который твой ум не может вместить, но который человек может переживать другими способностями души. Логика – это не весь я. Я шире, глубже. То, что я тебе сейчас говорю, это не философия. Это жизнь афонских монахов. Обычная жизнь в состоянии сугубой молитвы. Они не говорят об этом. Они этим живут, естественно. Приходя на Святую Гору, они постепенно научаются своими старцами-учителями жить молитву в состоянии безвидности, безобразности, чтобы логическое образное мышление не замыкало их в границах понятного, грубого. И через годы усердия и постоянства они, еще ограниченные законами плоти, выходят уже в безграничность направления к Богу. Они становятся духовными орлами, способными подняться над земным. И если плотские люди смотрят на горизонт, то духовные со своей высоты видят далеко за его границы. Ты думаешь, что логика – это твое сокровище? На самом деле это твои кандалы, которые не дают идти далеко за ее пределы. Здесь, на горе, много неграмотных монахов, неграмотных в земных науках, в этикете, неспособных красиво сказать, но есть среди них такие, пред которыми ты умаляешься в ничтожество, очень остро переживая, что перед тобой гигант духа. Его мир безграничен по сравнению с твоим. Ты ничтожество, жалкий урод, недоросль, со всеми своими знаниями, талантами, способностями, находящийся всего лишь в пределах земного грубого бытия. В то время как они уже давно шагнули за эти границы в безграничность духовную. И им это даже и не надо доказывать. Да они и не стремятся. Ты просто почувствуешь это без слов. Бывают в жизни ситуации, когда слов не нужно. Прости, может, я говорю сложно, непонятно. Но я хочу сказать, что в жизни все понятно
только дураку. Думающий человек всегда сталкивается с тайной на каждом шагу. И в связи с этим видит свою ограниченность, скованность, пленение границами, которые человечество всегда хотело расширить. Так было всегда в науке, культуре, религии. Человек, не жаждущий знаний, мертвый человек, скучный, неокрыленный. Один из преподобных отцов нашего времени говорил своим ученикам так: «Как бы я хотел, чтобы вы стали поэтами». Поэтами не в литературном смысле, но в духовном. Летите за границы своей земной ограниченности. Летите высоко. Пусть про вас скажут безумцы: буи мы для мира были и будем. Безумцы Христа ради, которого мы полюбили и возжелали. Для духовной поэзии необходимо безумство. Тихая келья в безлюдном живописном ущелье святого Афона. Я сижу у распахнутого настежь окна. Ночь, тишина. Мы читаем вечернюю службу по четкам. Каждый в своей келье, один пред Богом. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного, Господи. Во весь оконный проем только чернота южной ночи, густо осыпана миллиардами звезд. Я вижу перед собой звезды, но не смотрю на них. Я не вижу Бога, но я смотрю на Него. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня, Господи. Я должен смотреть только на Него. Я хочу дышать только им. Смотреть безвидно, безобразно, но именно на Него. Ничто не должно вставать между мной и им, ни плохое, ни хорошее. Ничто не должно отвлекать ум от Него, уводя в мечту, иллюзию. Господи Иисусе Христе. Неспешно, по слогам, со вниманием, ничего больше. Очень просто, смиренно, не мечтательно, просто в уме, просто в сердце. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи. Мимолетный образ, самый безобидный помысел,
и я теряю его. Господи Иисусе Христе. Возвращая ум, я стараюсь не напрягаться, не быть жестким, мягко, смиренно, не допуская расстройства или сердитости снова и снова. Господи Иисусе Христе, Господи. Я знаю, что должен в борьбе быть мягким, гибким, иначе я преломлюсь. Как бы плохо ни шло, спокойно и мягко. Господи Иисусе Христе. Даже со дна ада. Господи Иисусе Христе. Спокойно и смиренно. Глаза мои открыты, они видят перед собой картину звездного неба, но эти глаза не весь я. Глаза ума тоже видят. Они могут видеть параллельно совсем другое, но и это другое я не хочу, потому что и ум не весь я. Есть еще что-то, чем я вижу, чувствую в глубине сердца, но и там, возможно, ошибка, иллюзия. Поэтому я освобождаю свой духовный труд от всего, с чем связана я, и говорю только Ему, только перед Ним. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи. Я не теряю только своей личности, не растворяю ее в небытии, но это все, что я позволяю оставить. И это малое или большое стоит перед Ним, перед огромным, великим и в то же время простым. Господи Иисусе Христе, Господи. Почему я говорю снова и снова одно и то же? Говорю потому, что это сладко для меня. Моя душа, как невеста, твердит имя своего божественного жениха, и само имя сладко ей, а за именем он сам. Это не вопль жертвы пред грозным судьей. В этом помилуй мя, не то чтобы не карай. В этом вопле скорее не оставляй меня, возлюбленный, потому что без тебя ад. Это не оставляй, оно прямо сейчас. Потому что только Господи, только Иисусе, и я уже с Ним, и Он со мной. Только это с Ним мне и нужно. Ни образа, ни чувства, никакого переживания, даже ответа или внимания с Его стороны. Мне достаточно только это малое. Господи Иисусе Христе, Господи. И все. Все остальное, как желает Он, как решит Он. Когда все для Него и ничего своего, тогда легко внимание. Тогда чисто, Господи Иисусе Христе. Это чисто не от греха. Это чисто от всего, что не Он. Это чисто, оно очень просто. Потому что Он прост. Господи Иисусе Христе, Господи. Это должно быть очень просто. Мне очень хочется говорить это просто, смиренно. Смирение не высокоумствует. Смирение благоговеет. Благоговеет пред Ним. Передо мной огромное южное небо. Я вижу перед собой миллионы звезд, но я не смотрю на них. Я не вижу Бога, но я смотрю на Него.